У меня здесь такая красота есть. На Фейсбуке уже похвасталась пару дней назад, а вам не показала. Это мне Сережа покупал в прошлом году. В сельпо зашел, и стояла вот эта красота. Посмотрите, какая прелесть, да? Мы там что-то с вами пытались найти название. Было много версий, но я не записала. Как всегда. Паникающие цветоносы. Это что-то похожее на тетрасписовые. Явно здесь кто-то такой есть. Красивенький. Губка на тетрасписы похожа. Вообще. Красота, красота. Ну, видите, даже паникающий кустик. Ну, розетка тоже паникающая. Я сегодня поливала с утра. Утром встала, потому что у нас начался в школе уже офлайн. Сначала был карантин, потом онлайн. Девочки, корни нормальные. Смотрите, какие новые растут. Там немножко вода осталась. Но я посмотрю, через пару часов, может, вылью. Слушайте, ну это просто великолепная орхидея. Она явно не цветет большим количеством сразу цветочков. Но я думаю, она, наверное, дает много цветоносов со времени, скорее всего. Возможно, их ветвит. И по 2-3 цветочка дает. И общая картина получается такая. Ну, цветок прям такой клевый, плотный. Вообще мне так нравится. Девочки, наша пострадавшая, пересаженная во время шахедной атаки. Да, девочки, было неудобно одной рукой, но был психоз, и надо было что-то делать. Вот заклеила, там девчонки мне писали про какой-то клей. Я так поняла, какой-то биоклей, какой-то медицинский. Я про такой не знаю, но, в общем, пока так. Приживется хорошо. Ну, пока листик нормальный, все хорошо. И писал кто-то мне из вас, что все, ей пипец. Ну, что ей пипец? Нормально. Проснутся корни, и будет нормально она себя чувствовать в этом горшочке. А что там может быть плохого? Кора, хорошие фракции. Единственное, я не делала ей там дренаж. Корни до низа достают, влажненько. Пускай себе растет. Так, девочки, у меня тут еще... Сейчас вам покажу. Была... Где она? Где она? Была я в Авроре. Короче, будем Джулию пересаживать скоро. Купила за 160 гривен вазочку. Такую стеклянную. Хочу посадить сюда. Хочу Джулию, в общем-то, срезать верхушку и сделать такую с крупными кусками коры. И с мхом хочу сделать посадочку. Такая вот у меня. Такой у меня план на ближайшие дни. А здесь какая красота. Слушайте, мы его обожаем. Сегодня обнаружила, что он весь сухой. Бегом побежала в 7 утра поливать. О, кстати, я вам сейчас покажу, какая в Одессе сегодня погода. Мы вчера так хорошо гуляли на Лимане, на Куяльнике. Было очень жарко. А смотрите, что сегодня мы проснулись. И здравствуйте, называется. Вот здесь на лоджии тепло. Ну, на улице тоже 10. Ну, по сравнению со вчерашним, посмотрите, какой туман. Храма даже не видно. Да, вот там высотки, ничего не видно. Сейчас 9 утра. Я сегодня с 6 утра или с 7. Не, около 7 я проснулась. На ногах, что для меня не характерно. Что там такое? Уборка урн. Короче говоря, и вот такой туман висит над городом. Потому что вчера было тепло. А сегодня на теплую земельку пришел, видимо, с моря холодный ветер. Ой, холодный поток, воздух холодный. Сегодня уже все прохладно. И сейчас, я так понимаю, остаток дней мартовских будет прохладным. Но на 8 марта женщинам
Была прекрасная теплая погода, что меня даже раздражало, потому что орхидеи попересыхали. Вот эта неделя прошлая была просто знойная. Ой, девочки, мне там есть пару распусков, сейчас я вам покажу. Я вам покажу пару распусков. Да я села, надо поработать немножко, пока Костя в школе. Мне надо там привести в порядок свою аналитику. Поработать на своем канале. Да, девочки, блогерство это тоже работа. Кто пробовал, тот подтвердит. Слушайте, ну вот я вам показываю. Дасти Бель. Тут ароматит. Она тут вся в полном цвету. Красавица невозможная. Ну и Sunset Love. Он просто чудесный. Открыл все бутоны. Я даже не заметила, когда. Видела в эпицентре тоже есть. И прям так порадовалась. Говорю, боже, кто-то прикупит такую красоту рыжую. Рыжую, бесстыжую красоту. Все бутоны открыл. Пока была жара, он все бутоны пооткрывал. Так, он еще влажный, по-моему. Но я думаю, что через пару дней я буду поливать. Так, это мое сокровище. Мой желтый шоколад. Красотка. Красотка пахнючая. Ну и здесь розовое облако. Девочки, принцесса Big Lip открыла уже все бутоны. Я, наверное, вам уже показывала. И доращивает кончик. Боже, она мне сейчас тоже очень нравится. Ну вот пару лет назад это было просто вау. Вау приобретение и вау удача для любителей биглипов. Так, вот эта красавица, девочки, мне написали. Я написала название Манба. Ой, Аня. Вот этот биглип как называется? Сейчас я вам скажу. Манта Рамблан. И я посмотрела, действительно это он. Я его Светолком называла, и как хотите. Так, вот этот красавчик. Так, верну этикеточку. Потому что опять где-то заденется, и я потом буду ходить. Но я вот это не могу запомнить, это название. Не могу. Манта Рамблан, не. Надо ему придумать какое-то домашнее, какое-то там Кеша. Я не знаю, что-нибудь такое. Капитошка. Девочки, смотрите. Этот, конечно, вообще великолепный биглип. Вон там второй цветонос доращивает. Здесь тоже это просто невероятные грозди. Я там сделала поддержку, видите, потому что все там, если его отпустить, он сломается тут же. И он еще 3 бутона наращивает. Сумасшествие. Ну, Сан-Франциско наш любимый. Помните эту песню? Это Сан-Франциско, город в стиле диско. О, тоже доращивает. Сумасшедший дом. А здесь? Ну, здесь, наверное, пока нет, но это не так долго. Так, кто у меня из новеньких, кто открылся, это полюбуйтесь вот на эту прелесть. Когда-то давно, я вам расскажу историю, это года 2 назад, или это было год назад. В общем, короче говоря, мне очень понравилась эта орхидея в Садовом центре. Ну, цена на нее была очень кусючая. И я приезжала на обзоры, смотрела, это было в Таврии, ваш сад. И, короче говоря, я смотрела на нее, ну, не приобретала. И как-то приезжаю в очередной обзор, остался один кустик, и такой себе, ну, по уценке. Я, конечно, схватила. Видите, какая? Название у нее Арфа. Она такая рыжая бестия с таким огненным язычком. Ну, блин, она вот вживую прям по-другому смотрится. Цветочек небольшой. И вот представляете, вот что значит, сейчас я пытаюсь ее утянуть. Что значит все-таки уценка, да? Она все же была такого себе состояния. Ну, мягко говоря, не очень. И это не очень начало болеть.
Выпускала цветоносы, я их там обрезала пару раз. Или она не выпускала. Она на старом цветоносе от садовника пробуждала почки. Я их постоянно, я чикала, и в итоге она засушила это вот. И я когда пересадила ее вот в этот горшочек, кстати, уже подсохла, думаю, да, что через пару дней буду их поливать. И я, короче говоря, ее когда пересадила, она начала нормально себя чувствовать. И вот именно в этом горшке она начала свой рост. Корни пошли. А я ее и в открытую систему помещала. Но она у меня недолго была в открытой системе. Я потом ее достала, потому что видела, что дела нет. И вот она в этом сезоне мне сообразила 3 бутончика. И вот еще собралась доращивать. Она сначала дает вот такой арфа-цветочек выгнутый. Видите? Он такой вот плотный. Она чем-то на Тамару похожа. Интересная. Я вообще сначала подумала, что это вот эта папайя. Что-то я так глянула, когда приехала в садовый центр. Думаю, папайя. А потом уже, когда ее сфоткала, приехала домой, посмотрела, что это совсем не папайя. Ну, в общем, она начала растить мне этаж очередной листьев. И такая прям вся. Я в нее влюблена. И вот, знаете, она позже всех сообразила. Очень долго растила цветонос, долго наращивала бутоны. Вот цветочек такой вот выходит. Когда открывается бутон, он такой вот, видите, как это мы называем, крылышки назад. А потом он выпрямляется, распрямляется, увеличивается в объеме такой. Ну, я вот люблю вот такое вот все, вы заметили, рыжее, бесстыжее. Вот оно по размеру, она, конечно, больше, чем Sunset Love. Да, она побольше. Но тоже такая симпатичная, рыженькая бестия. Очень она мне нравится, и розетка у нее симпатичная. Классная дама, классная. И здесь же, в этой локации, я вам покажу, что у меня распустила, уже открыла 2 бутона. Вот здесь на стоечке. Я ее здесь топсинила. Это вот Леди Мармелад. Мне ее прислали из Киева. Большое спасибо. Я дождалась таки цветоноса. Ой, что-то у нас там строительные работы начались. Сейчас, девочки, закрою окно. Очень переживала, потому что она начала адаптироваться и начала скидывать нижние листья. Так, корни вот у нее в порядке, влажненько еще. Это посадка хозяйки. Я ее не трогала, но она, знаете, как начала сбрасывать вот эти листья вот здесь, вот в этом месте. Прям вот один за одним, один за одним. Вот видите, вот, по-моему, нет, вот тут вот один, здесь второй. Да, 2 листа огромных таких сбросила. Эти тоже, вот этот готовит на сброс. Не знаю почему. Ну вот вырастила вот этот лист. У меня уже, может, ей питания не хватает. Хотя она в органике, я поливаю, как и все, разными вкусняшками. Так, ее надо обтереть. Обтереть надо. Я ее не вытирала, потому что она в топсине. Я пролила ее топсином и вот прям намазала все, что мне не нравится. Вот сюда прям залила топсин. В общем, я ее немножечко поддержала фунгицидом таким. И вот такая вот Леди Мармелад. Я Леди Мармелад вижу вот вживую впервые. Я думаю, я просто ее видела раньше. В магазинах, я думаю, что она раньше была чаще, сейчас реже. И я ее просто не понимала, кто это. Ну, не знаю. Мне казалось, что цветочек должен быть побольше. Может, потому что она приболела. Такой цветочек не маленький, но я думала, что он вообще будет крупный. Так мне ее захотелось. Такая красивая. Боже, она действительно мармеладочка. Прям такая вкусненькая. И вот у нее тут веточка. Не намного бутончиков. Ну, как после адаптации. 5 бутончиков. Может, потом что-то дорастит. Такой вот каскадик. Но он не тяжелый, поэтому я не фиксирую. Здесь она какие-то изгибы.
делала, я думала, что она разветвит. А, кстати, она ветвит цветоносы, судя по видео девочек, архолюбов, у кого есть этот сорт, они показывают, что она их разветвляет. Со временем становится старше, хотя у меня это тоже она, я так понимаю, не молодая, но большая. Я потом посмотрю, может, со временем я... Ну, как мы всегда обычно, когда уже есть показания на пересадку, тогда мы к пересадке, тогда мы ее пересаживаем. Пока я ее не дергаю, у нее хорошая кора, все там нормально. Просто поливаю. Ну, если сильно оголит шею, сбросив листья нижние, надо будет ее немножечко выпрямить и немножечко усадить поровнее, может, какие-то почистить корешки. Вообще прикольно. А я вчера была в гостях у родственников мужа. И представляете, там есть пару орхидей, тоже любители. И захожу, и стоит тоже леди мармелад. Я прям говорю, блин, у вас леди мармелад. И вот точно такая же. И, кстати, по размеру точно такая. Я тогда убедилась, что действительно они не такие там крупники, не Сога Юкидан, но все равно прикольные. Девочки, сейчас возьму салфетку, оботру и листья, влажной салфеткой. И хочу вот сейчас потащить хою, помыть. Да тут надо всех мыть. Что-то здесь пыли легло. Откуда берется пыль и куда деваются деньги на листики? Ну, с этими проще. Я эти беру, ставлю в душ и проливаю. Но с орхидеями я так не делаю, потому что где-то что-то затечет. Не, ну я делаю только летом, в жару. Вентилятора у меня нет, я открываю просто окна, делаю сквознячок, квартира на 2 стороны, и тогда получается окей. В общем, все вам рассказала, все вам показала. Вот такая вот вкусная мармеладинка. Этот день начался, строительные работы, шум. Так, что-то у меня тут развернулась моя Наташа, наша любимая Наташа, чего-то развернулась. У нее такие уже листья лопухи пропеллеры, что она уже парит в воздухе. Листья лопухи и вот такие 2 цветочка в этом сезоне. В прошлом тоже, по-моему, было 2. Очень они прикольные. Я бы прям хотела, чтобы вы потрогали. Они прям пластмассовые. Такие удивительные. Ну, и видите, как цветонос. Не прямо стоячий, а вот такой, не спадающий. Вот так это с обратной стороны смотрится. Они прям белые-белые. Но она интересная. У нее есть такой немножечко запах. Знаете, чем она пахнет? Не поверите. Вот я чувствую вот запах ластика. Вот вы знаете, как вот стерка пахнет? Ну, резинка. Затирачка по-украински. Оце воно. Так вот примерно пахнет она. Но именно мой экземпляр. Может быть, у меня что-то после гриппа искаженный. Слышу аромат. Но мне вот она вот просто ластиком пахнет, и все. Ластиком. Красивая. Нету сегодня солнышка. Она прям, смотрите, такая прям принцесса. Принцесса это я. Да, мы не претендуем. Но это принцесса в своей категории редких интересных орхидей. Ну вот так, девочки. Кто хочет собирать сортовичков, в принципе, надо ждать, пока кустик станет уже не молодым. Ну, минимум, наверное, лет 4-5, когда будет уйма цветоносов. Вот у меня, думала, я рассчитывала, что этот цветонос у нее второй даст ответвление. Он же зеленый. Нет, она вырастила в этом сезоне новый. Но на старом я разбудила почки. Я очень надеялась, что там будет хотя бы тоже 2 цветочка, чтобы это было как-то веселее. Ну, мне и так нравится. Интересная красотка. В общем, друзья мои, несмотря на то, что... О, пока мы тряси, рассеялся туман. Уже не такой. Море там. С моря прет туман. И уже не так грустно. Особенно, когда посмотришь на эту красоту. Ну и в заключении, любимчик публики.
Наш красавец, Леко Фантастик, сердце дракона. Девочки, по-моему, вроде как не выгорел. Вроде ничего так. Там девчата, я когда последний раз показывала его, писали: все, Аня, мы тоже хотим. Правильно, девочки, он очень симпатичный. Смотрите, у него, как у Леодора, нижняя сепалия пополам разделена. Вот видите, краб вот этот, ну не краб, как? Ну, назовем его краб. На нижней части нижних сепалий. Такой прикольный. Ну, он действительно, ну не знаю. Но я бы не назвала его дракон. Что-то мне другие ассоциации. У меня всегда ассоциации из мира кошачьих. Розовая пантера. Что-нибудь такое. Не дракон. Что дракон? Сердце дракона. Ну, не знаю. Вот последние бутоны открылись давно уже, но они немножко поярче. В общем, они все красивые, красивые. Девочки, роза моя вот там вот. Я ее там, у нас лист пропал. Она отцвела и началось. Но я вам скажу, после пересадки нашей у нее начался рост листика. Я сегодня доставала. Вот этот центральный лист начал расти. В общем, я надеюсь, что дела наладятся. Все будет окей у нее. Я смотрю, что надо, наверное, мне сегодня поить Сан-Франциско. А нет, он еще влажный. Не-не, дня 2 я еще никого не поливаю. Я думала, что была такая жара, и он пересох. Ну, это ж немыслимо. Я тут 2 цветоноса вот так вот схватила. Видите, вот так вот. Так мне нравится вот эта лента. Фиксатор для растений. Она как этот, как липучка. Лента-липучка. Все, что надо, чик-чик, отрезал, сколько надо, захватил. Классненькая. Покупала в розетке бобину такую. Да, девчонки, ну и Joyride, конечно, нельзя про него не сказать, но в этом году не пышно цветет, ну, по чуть-чуть. Новый цветонос дал только 5 цветочков, но он здесь как изюминка яркая, на всем этом нежном великолепии. Уже Дастибель так не ароматит, как буквально еще 2 недели назад. Тут заходишь, можно было впасть от этого запаха и аромата утром. Еще, я вам скажу, солнце не встало, а она уже ароматит. Так интересно, что они чувствуют. Так, Sunset Love. Ну, сегодня не ароматит. Он только в такие дни, когда прям солнышко-солнышко. На солнышке ароматит. Здесь вот на этой тумбочке, на этой тумбочке из Юска смешались все ароматы. Вот эти, они 3 стоят в ряд, вот так вот. 3 ароматные орхидеи. И вот это понять, чем ароматит, очень сложно. Ну, могу сказать одно: очень приятно и вкусно. Так что вам всем приятных и вкусных забот, хорошего настроения в этот день. Надеюсь, что у вас солнечно, хотя у нас пасмурно. У нас так бывает, знаете, что на одном конце города солнце светит, на другом конце города дождь идет, особенно летом. Поэтому вот так. И я надеюсь, что у вас настроение прекрасное, праздничное. Праздничное, я имею в виду весеннее. И я дождалась вот эту красоту. Я так переживала, она мне в том году не цвела. После того, как она у меня наращивала корни. И вот здесь она у меня их нарастила очень много. Видите, полный горшок. Там мох, я вам говорила, и внизу керамзит. Я ее не трогаю. Ей понравилось, она растит листья, растит цветоносы, растит корни. Я говорю: с Богом. И слава тебе, Господи, что тебе понравилось. И ты растишь такие красивые цветочки. Вообще, девочки, всех обнимаю. И делаю вывод, что в моих условиях большинство, не все, но большинство орхидей, особенно коммерческие сорта, на хорошем рассеянном освещении. Я, кстати, несколько дней подряд опускала жалюзи, было сильное солнце. Классно живут, растут и развиваются в закрытых системах. Но главное сделать не сильно мелкую фракцию коры. И тогда им очень-очень нравится. У многих на фитилях растут. Но я еще фитильный полив, фитильное содержание с помощью фитиля я еще не освоила. Все, девочки, бегу. Ждет меня работа. И надо не забыть эту красоту поставить на место.
чтобы она хватанула света. А может быть, я сейчас тут поработаю, посижу рядом с ней. Может, она ароматит? Нет, не ароматит. Но она очень-очень красивая. Все, всем обнимашки, всем мирного неба. Всем всего самого-самого наилучшего. Крепкого здоровья, девочки. Вам и вашим семьям.